Приветствую всех, меня зовут Сергей, и я разработчик таких игр, как Анейрофобия, а также Blue Light. Анейрофобия сейчас находится в разработке, но уже сейчас вы можете перейти на страницу игры и ее саундтрека в Steam, чтобы добавить их в свой список желаемого. Также попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы в будущем следить за подробностями данной игры. Заранее вам спасибо. Итак, в этом видео я хочу познакомить вас с данной игрой. Расскажу о самой игре и ее особенностях. Также поведаю вам об источниках моего вдохновения, о процессе ее разработки в целом и, конечно же, о том, чем отличается мой инди-хоррор от тысячи других игр этого же жанра, которые на постоянной основе заливаются в Steam. А в конце я постараюсь ответить на интересующий многих людей вопрос: каково же разрабатывать большую игру в одиночку и возможно ли вообще? Заранее попрошу отнестись с пониманием к тому факту, что у меня под рукой не так много футажей новой игры, так как она, конечно же, еще находится в разработке. Перед тем, как начать, хочу сделать еще пару важных предупреждений. По своей профессии я не являюсь и никогда не являлся программистом, геймдизайнером, аниматором, звукорежиссером, композитором, актером озвучки или кем-либо еще. Все то, чем я занимаюсь на данный момент, это чистой воды дилетантство. Дилетантство — это мой личный подход к творчеству, который пришелся мне по душе. И я ни в коем случае не претендую на правильность написанного кода или музыки, записанного и обработанного звука или голоса и тому подобные вещи. Каждый мой день направлен на то, чтобы стать лучше, и вы вправе мне с этим помочь, давая свои советы, рекомендации или указывая на возможные ошибки. Главное, не делать этого в грубой форме. Теперь приступим. Поскольку Анейрофобия — это моя не первая игра, думаю, сначала стоит пойти по порядку. Итак, 30 сентября 2024 года свет увидел мою первую игру под названием Blue Light. Blue Light — это достаточно примитивный 40-минутный ужастик, который особо не смог порадовать игроков ни своим сюжетом, ни своим геймплеем. На релизе игру встретили относительно хорошо, но когда весь трафик целевой аудитории подошел к концу, то все проблемы Blue Light'а сразу вылезли наружу. Невероятно затянутые, не скипывающиеся кат-сцены, пустые, ничем не примечательные и такие же затянутые коридорные локации, невероятно медленный и глупый главный герой, отсутствие сюжета и каких-либо интересных механик. В общем, этот список можно продолжать еще долго, поэтому Blue Light и получил свою смешанную оценку. И в данном случае я солидарен абсолютно со всеми критиками, ведь это все действительно одна большая проблема. Но как бы там ни было, я горжусь тем, что я эту игру вообще выпустил. Если бы не она, то я бы не смог положить начало своей деятельности. Ведь вы должны понимать, что нельзя выпустить вторую или третью игру, если ты еще не выпускал первую. Несмотря на все вышеперечисленное, я все же думаю, что Blue Light может понравиться тем людям, которые просто без ума от хорроров и покупают все подряд. Либо же тем, кому не интересен сюжет и кто просто любит насладиться атмосферой. В общем, сразу после релиза Blue Light я взялся за разработку новой игры под названием Анейрофобия. Анейрофобия — это в первую очередь психологический хоррор с элементами выживания. И на этот раз я решил полностью сконцентрироваться на жанре ужасов. Просто задавить и уничтожить игрока не бессмысленными скримерами, а напряжением и атмосферой. Заставить вновь окунуться в то время, когда зарождался жанр ужасов. И вновь напомнить людям, что наш с вами первобытный страх еще никуда не делся. По сей день мы боимся многих вещей, например, темноты, высоты, одиночества и, конечно же, смерти. А знаете, чего еще боятся многие люди? Снов. Причем боятся настолько, что даже не хочется засыпать. Если вы думаете, что это какой-то бред, то ничего подобного. Страх видеть сны действительно существует, и относительно недавно он получил свой термин – анейрофобия. А сейчас минутка для тех, кто ничего не знает. Итак, бытует мнение, что сны – это проявление подсознания, которое когда-то пережил человек. Страшный сон является эмоциональным отражением того, что произошло с человеком в прошлом. А все кошмары являются прошлыми травмирующими событиями, которые теперь напоминают о себе каждый раз, когда человек ложится спать. В 2001 году психоаналитик Марк Блэчнер в одной из своих книг впервые открывает термин, характеризующий людей, которые боятся сновидений. И этот термин – анейрофобия, что в переводе с греческого «онейра» означает сон, а «фобос» – страх.
Вероятность встретить человека, страдающего анейрофобией, равна примерно 1 к 129. Анейрофобия присуща как детям, так и взрослым. А особенно ярко она проявляется у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Да, как вы уже поняли, игра будет именно про эту фобию. Идеей для создания такой игры послужил здесь по большей части мой личный опыт. А еще это будет история не только о боязни снов, но и об одиночестве и потере близких. По сюжету мы будем играть за 19-летнего парня по имени Майк Сандерс, который, к сожалению, лишился своих родителей в возрасте 14 лет. Это был несчастный случай. Других родственников у Майка не было, поэтому уже с такого юного возраста можно было бы сказать, что он живет абсолютно один. Если бы не его пес по имени Марти. Тише, малыш, что там? Марти — это, пожалуй, единственный родственник для Майка прямиком из детства. Майк очень любит своего питомца, а тот в свое время неплохо выполняет свою сторожевую функцию. Ведь проживает Майк на большом ранчо, которое досталось ему от родителей. Это ранчо находится вдали от цивилизации, в самой глуши леса Роудвуд. К сожалению, в связи с такой жизненной ситуацией, Майк имеет симптомы ПТСР, и чуть ли не каждый его сон является кошмаром, а иногда он и вовсе боится из-за этого засыпать. Отсюда следует, что Майк также страдает и онейрофобией, то есть, как мы уже выяснили, боязнью сновидений. Итак, почему же я говорю, что идеей послужил мой личный опыт? Нет, с моими близкими все в порядке, и я не страдаю ПТСР или онейрофобией. Но частые кошмары, которые окутывали и до сих пор окутывают меня, снятся стабильно по несколько раз в неделю. И нет, все не зашло настолько далеко, что я бы боялся спать из-за этого, но эти явления действительно для меня остаются непонятными, учитывая мой достаточно спокойный и нейтральный образ жизни, и без каких-либо вредных привычек. Но да, стоит сказать, что у меня тоже есть собака, с которой я частенько гуляю, потому что действительно больше не с кем. Как вы уже могли понять, и свои игры я разрабатываю в одиночку, конечно, не учитывая тот факт, что в том же Blue Light мне слегка помогли с музыкой, но на этом все. Но онейрофобию я уже точно разрабатываю абсолютно сам. Именно я занимаюсь программированием, анимированием, музыкой, сюжетом, левел-дизайном, саунд-дизайном, озвучкой, режиссурой, катсценами, маркетингом и всем остальным, что как-либо с этим связано. Я самостоятельно разрабатываю игры и сам же их озвучиваю. Но на этом еще не все. Ведь помимо этого, при разработке онейрофобии я также начал записывать свои звуки для игры. Особенно звуки шагов, которым я посвятил достаточно много сил и времени. И уже на данный момент игра насчитывает около 500 различных звуков шагов. Помимо этого, звуки для катсцен я тоже стараюсь создавать самостоятельно. Кстати, в геймплейном тизере, который буквально вчера вышел на моем YouTube-канале, практически все звуки были созданы мной, начиная со звуков ползания по вентиляции и заканчивая звуками убегающих крыс или рева зомби. Могли бы вы об этом подумать во время просмотра тизера? Я сомневаюсь. В общем, как минимум 50% всех звуков в игре будут точно моими. Ведь, конечно же, у меня не получится все записать самому. А вот какая-либо озвучка, которую вы будете слышать во время прохождения игры, уже полностью будет принадлежать мне. Теперь мне еще и звонят. Почему-то я не удивлен. Вы, возможно, сейчас скажете: но записал ты большое количество звуков, но что же это дает? Каким образом это влияет на игру? Что ж, во-первых, стоит сказать, что качество и масштабы самой игры того требуют. На протяжении всей игры вы где только не побываете, куда вы только не наступите, и для всего этого нужно очень много разных приятных звуков. Здесь совсем не подойдут грязные звуки из интернета, неизвестно кому принадлежащие, и в каждый сегодняшний хоррор входящие. Отсюда вытекает и второй повод. Порой гораздо легче записать именно тот звук, который тебе нужен самому, чем 2 часа искать его в интернете, да еще и в непонятном качестве. Ну и в-третьих, стоит сказать, что мне просто нравится этим заниматься. Если уж это игре и не помогает, то точно ей никак не вредит. Это лишь показывает мой подход к творчеству, показывает то, что я готов всю душу вложить в свою игру. Да и осознание того, что большинство звуков, которые ты слышишь в своей игре, сделаны тобой, действительно вызывает гордость. Когда я впервые начал разрабатывать игры, я понимал, что у меня есть очень хороший навык работы со звуком и озвучкой. Ведь еще до создания игр я активно занимался альтернативными озвучками фильмов. Только вот не официально, а просто так, для частного просмотра. Гражданин-преступник, меня зовут Человек-паук. Можете звать меня Паутинником или Удивительным. Я ошибся! Я этого не хочу! Вы слышите?
Это не должно было быть так сложно. Я знаю. Ты превратила меня в убийцу. В итоге я переозвучил 7 фильмов, в 5 из которых это был главный герой. Кстати, перейдя в мой телеграм-канал, вы все еще можете скачать и полностью посмотреть все эти фильмы с моей озвучкой. За исключением, конечно, фильма «Игра с огнем». Это на данный момент последний фильм, который я переозвучивал, и я его никуда не выкладывал, наверное, потому что захотел оставить его чисто для себя. Возвращаемся к анейрофобии. Итак, если вы подумали, что я являюсь кем-то вроде этого, который пашет 24/7 и вытягивающий на себе весь объем работы за десятерых, то как же вы ошибаетесь? Как я уже сказал, далеко не все звуки к игре я могу создавать самостоятельно. Помимо этого, у меня, конечно же, нет возможности нанять, например, какой-нибудь свой оркестр или моделировать каждую 3D-модель, которых в игре, скорее всего, будет буквально тысячи. Анейрофобия, так же как и Blue Light, разрабатывается на движке Unreal Engine 5. И я выбрал этот движок неспроста. Этот движок действительно хорош тем, что в последнее время он имеет достаточно низкий порог вхождения. А главное, куча бесплатных и не бесплатных библиотек с моделями, текстурами, звуками, анимациями, готовыми окружениями, и все это можно использовать в своих проектах. Если вы частенько играете в инди-хорроры, то наверняка наблюдали в абсолютно разных играх одни и те же модельки, локации и механики. И я согласен с тем, что это действительно проблема. И да, стоит признаться, что я тоже буду использовать ассеты, которые, возможно, уже 1000 раз были использованы в каких-то других играх. Но вот только я эту проблему обязательно пытаюсь подавлять. И я уверен, что как бы там ни было, вся игра все равно будет моей заслугой. Понимаете, сейчас такое время, когда наш мир развивается, пытается быть проще. И ведь для этого и существует куча бесплатных библиотек, причем не только связанных с играми, чтоб любой желающий смог попробовать себя в этом деле и, возможно, выразить свой талант. Ну что, теперь поговорим об источниках моего вдохновения. Когда я был на этапе того, чтобы придумать идею к своей игре, я смотрел кое-какие фильмы и видеоролики в интернете. И, конечно же, поиграл в различные игры, причем не только в хорроры. Тем самым я словил неплохое количество различных вдохновений и идей. Потихоньку я начал понимать, как должен быть устроен, например, левел-дизайн, и что нужно для того, чтобы он не раздражал игрока. Также я пытался понять, какие инструменты и механики применяют успешные проекты, и даже выписывал себе их в блокнотик, так скажем, для общего развития. Таким образом, например, The Last of Us вдохновила меня своим удобным и минималистичным дизайном интерфейса, а также своей интерактивностью геймплейных катсцен, которые не дают игроку заскучать. Далее, разнообразить игру большим количеством различных интересных механик, в том числе интерактивными диалогами, меня побудила серия хорроров First of Atom. Легендарный Silent Hill 99 года заставил меня наполнить игровой мир тотальной жестью. Отказаться от банальных скримеров и сконцентрироваться на напряжении и первобытном страхе меня заставила серия классических фильмов «Пятница 13-я», а еще поистине легендарный Outlast. Также эти два произведения вдохновили меня своей стилистикой написания страшного саундтрека. Натуральные оркестровые инструменты по-настоящему помогают передать внутреннее состояние человека в виде музыки или звуковых эффектов. Поэтому я тоже решил взять акцент именно на это. Также хочу отметить, что саундтрек к игре, конечно же, не на 100% будет состоять из страшной музыки. Как и в любой нормальной игре, геймдизайнер будет иногда давать вам так называемый перерыв. И в такие моменты я буду стараться подмешивать атмосферный эмбиент или те же композиции традиционного оркестра. Таким образом, написанием эмоциональной и красивой музыки послужили по большей части фильмы. Например, мне безумно нравятся саундтреки Дэнни Эльфмана к фильмам про Человека-паука с Тоби Магуайром. Также могу выделить и «Зеленую милю», саундтрек которой также способен вызывать мурашки. Ну а еще, не поверите, но тот же Outlast здесь тоже зачесался. Ведь в нем тоже есть красивая и эмоциональная оркестровка, причем с неким диссонансом. И там диссонанс является некой изюминкой, ведь, по сути, жанр игры — это вообще хоррор. Сейчас я покажу вам примеры моих любимых композиций, но хочу предупредить, что некоторые будут совсем короткие, дабы этот ролик не получил региональных ограничений из-за авторских прав или же полноценную блокировку ролика. Начнем, пожалуй, с вдохновителей страшного саундтрека.
А теперь вдохновители красивого и эмоционального саундтрека. Ладно, вот мы и разобрались с источниками вдохновения. И вы, возможно, сейчас задаетесь вопросом. В конце концов, а чем же мы будем заниматься в твоей игре? Что в ней вообще надо будет делать? Что ж, поскольку мы выяснили, что основная идея игры заключается в боязни снов, нетрудно догадаться, что как главного героя, так и игрока ждут различные приключения на задницу. Здесь как раз таки и кроется ответ на вопрос, о котором я говорил в начале видео. В отличие от других игр жанра ужасов, мой главный герой — это не какой-то очередной идиот, который полезет в любую жопу, лишь бы снять видео в ТикТок или разгадать какую-нибудь тайну. Нет, Майк — это обычный человек, как и мы с вами. Просто мозг сам забрасывает его в страшнейшие кошмары, из которых ему приходится выбираться любой ценой. Таким образом, мы и побываем в различных мифических снах, начиная с загадочных лесов или закоулков и заканчивая чуть ли не самыми страшнейшими во вселенной местами, где творится полная жесть. Таким образом, вы и примете на себя роль человека, страдающего анейрофобией, и попытаетесь вместе с главным героем преодолеть или не преодолеть весь тот ужас, который преподносит нам наше подсознание. Ну что, теперь затронем технические особенности игры. Начнем, пожалуй, со стимовских функций. Первое — это, конечно же, семейная библиотека. Тут говорить особо нечего. То есть игрой спокойно можно будет пользоваться через семейную библиотеку, и тут никаких проблем у вас не будет. Далее, игра будет поддерживать Steam Cloud, то бишь облачные сохранения, чтобы вы не потеряли весь свой прогресс в случае, если играете с другого компьютера. И еще, конечно же, стоит упомянуть достижения Steam и карточки. Кстати, карточки у игры появятся не сразу. Steam позволяет разработчикам добавлять их только в случае, если игра достигла определенного порога популярности. Теперь, что касается особенностей самой игры. Первым делом хочу выделить более чем удовлетворительную оптимизацию. Ведь в последнее время я действительно углубился в эту тему и сейчас трачу гораздо больше времени на разработку, просто ради хорошей оптимизации и правильно написанного кода. Точные системные требования игры будут известны ближе к релизу, а пока что они только предположительные. Далее, в игре будет присутствовать технология реалистичных анимаций Motion Matching. Да, та самая, которая применяется в AAA играх. Помимо этого, игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3, NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag. Ультраширокие мониторы 21:9 и 32:9, полную поддержку геймпада Xbox, а также виброотклик по USB и Bluetooth. Далее HDR, то бишь высокий динамический диапазон. Для этого вам нужен телевизор или монитор с поддержкой этой функции. И в конце концов, поддержка комментариев разработчика. То есть данный девлог и все последующие обязательно войдут в игру, и их можно будет посмотреть именно там. Ну что, пока из данных особенностей все, но, конечно же, стоит иметь в виду, что что-то еще может поменяться. Теперь быстро отвечу на вопрос, которым наверняка многие задались. Когда релиз? Отвечу, что я не знаю, когда будет релиз, ведь на 50% это зависит от моей продуктивности, а на остальные 50% это зависит от того, как хорошо игра будет продвигаться и как много у нее будет списков желаемого. Поэтому вы знаете, что делать. Ну и теперь главное, каково же разрабатывать большую игру в одиночку? Признаться честно, явно не сказочно. Если вдруг вы тоже задумались о чем-то подобном, то будьте готовы к абсолютному долгострою, периодическим выгораниям и нервным срывам. Особенно если это ваша вторая или тем более первая игра. Не буду скрывать, но местами я, конечно же, много раз уже пожалел о том, что делаю, но все же давать заднюю я никогда не стану. Ведь благо в этой ситуации есть и свой большой плюс. Например, разработав Blue Light, я получил море опыта. А разрабатывая анейрофобию, я уже резко получаю океаны опыта, пусть и очень большой ценой.
В общем, если вы хотите услышать какой-то совет, то, естественно, я не могу принимать за вас такие важные решения, по типу, стоит ли вам разрабатывать большую игру или вообще какую-нибудь. Могу лишь порекомендовать начинать с чего-то небольшого, а уже на 10-й раз пробовать делать игру по типу анейрофобии. Кстати, что же там у нас по нейросетям? Вообще, на данный момент я ими не пользуюсь, и пользоваться вообще не планирую. Но все же у меня есть подозрение, что мне придется воспользоваться нейросетью во время того, как я буду делать локализацию. Что-что, а это действительно тот случай, где можно попробовать применить нейросеть. Ведь все пойдет только на благо. Ну что, ребят, я максимально постарался рассказать о том, что известно, ведь игра пока находится в разработке. Возможно, ближе к релизу выйдет вторая часть девлога, в которой мы разберем еще больше моментов. Так что, если вам было интересно, переходите на страницу игры и ее саундтрека в Steam и добавляйте их в свой список желаемого. Также не забывайте о моем телеграм-канале, в котором новости по игре публикуются первым делом. И на этом все. Спасибо, что посмотрели, а я не прощаюсь.